Всем привет, с вами Оля и канал Шитие Мое. Сегодня я хочу вам показать построение базовой выкройки основы с цельнокроенным рукавом и выточками. Это моя личная разработка, и разработала я ее только потому, что у меня нестандартная фигура. И стандартные формулы, стандартное построение на мою фигуру не садится. Эта выкройка подойдет для любого типа фигур, кроме фигур яблока. Однако, если у вас фигура яблока, если имеется животик и обхват талии больше обхвата груди или обхвата бедер, вам поможет мое видео «Корректировка выкройки для больших девочек». Его и многое другое вы найдете в моем платном телеграм-канале «Швейная продленка». Ссылку на него я, конечно же, оставлю в описании под этим видео. Эта выкройка будет такой же базовой, как и выкройка с классической проймой. Ее можно будет дополнять, видоизменять, моделировать и шить различные виды одежды. Платья, блузки, сарафаны, свитшоты, водолазки, толстовки. И даже жакеты, кардиганы, пальто и куртки. Итак, начнем. Я буду использовать маркер. Вам же советую взять хорошо наточенный карандаш, чтобы линии и все данные были более точными. Обратите внимание, если вы видите мои карандашные линии, спинка и полочка у меня расположены валетом. Таким образом я экономлю свою бумагу. Ну и у меня бумага такая не сильно широкая, другую, к сожалению, я не нашла в магазине. Здесь для полочки мне пришлось немножечко еще приклеить кусочек, чтобы у меня вошла полочка, чтобы было немножко ниже бедер. Итак, для начала я провожу горизонтальную произвольную линию. Вам советую отложить, если у вас достаточно широкая бумага, я сейчас скажу, какая у меня ширины. У меня 61 сантиметр шириной, то есть вот ширина, длина у меня там 80 метров в рулоне, мне просто очень повезло, очень хорошего качества бумага, правда чисто белая, без клеточек, то есть это не миллиметровка, но я не жалею. Итак, для начала я провожу горизонтальную и вертикальную линию. Советую, конечно, хотя бы немного отступить от края листа. Так, провожу произвольные линии. То есть отступить от края листа просто для удобства, для собственного удобства построения. Провожу, повторяюсь, вертикальную линию, горизонтальную линию. И вот здесь точки пересечения ставлю точку 0. От точки 0 по горизонтали я откладываю 7 сантиметров для своего размера. Рассчитала я это значение так. Обхват шеи, деленное на 6, плюс 1 сантиметр. Как правильно снять с себя мерки самостоятельно, есть отдельное видео в том же телеграм-канале «Швейная продленка», о котором я уже упоминала ранее. Там все подробно показано и рассказано. Углубляю горловину из расчета ширина горловины, деленная на 3. У меня это 7 сантиметров. Я делю на 3, получаю 2,3. Ну, 2,3. У меня просто маркер толстый. Поэтому более точно я навряд ли у меня получится. Теперь смотрите, я провожу параллельную линию верхней линии. Вот так я пунктиром, да, делаю. Ну, это просто для красоты линий. И от ширины горловины тоже вот так пунктиром. И теперь вот так уголочек провожу. То есть уголочек закругляю, а эту линию провожу до этой точки. То есть просто для красоты линий, если у кого-то с чертежами не получается, если кто-то не дружит, да, скажем так, с карандашом. Теперь от той же точки 0 я откладываю половину ширины плеч. У меня это 19 сантиметров. От этой точки вниз я откладываю 2,5 сантиметра, ставлю точку. 2,5 сантиметра это стандартное значение. Если у вас покатые плечи, достаточно занижены, отложите 3 сантиметра, не больше. Если у вас более спрямленные плечи, отложите 2 сантиметра, не меньше. Но все-таки я советую взять эту среднюю цифру 2,5 сантиметра, а при примерке макета, когда вы сошьете для себя пробник, вы поймете, что, где и как изменить. Ну и тогда уже измените. Теперь смотрите, я провожу через эту точку от высшей точки плеча, провожу прямую
Я провожу достаточно длинную линию, потому что это у меня как продолжение рукава. Смотрите, вот у меня от высшей точки плеча до крайней точки плеча 12 сантиметров. Это ширина моего плеча одного. Я ее переношу на эту линию новую, вот она у меня меточка. И теперь от этой меточки я откладываю, сразу отложу свои 58 сантиметров. Это у меня длина руки. То есть вот она у меня точечка. Все, провела сразу длину руки. И теперь от высшей точки плеча вниз я откладываю длину спинки до талии. Не устаю повторять, у меня очень короткая спинка, 37 сантиметров от высшей точки плеча. Если я буду измерять от 7-го шейного позвонка, у меня получится спинка 34 сантиметра. Провожу пока произвольную горизонтальную линию талии. Хочу немного остановиться на этом моменте, то есть на длине спинки по талии. Если прибегать к советам профессионалов, то моя линия талии опустится гораздо ниже. То есть не здесь она у меня будет, а на 6 сантиметров ниже. Если, допустим, как советуют профессионалы, мой рост 160 сантиметров разделить на 4, то получится от 7-го шейного позвонка я должна отмерить 40 сантиметров. Ну, давайте вот так. 7-й шейный позвонок, вот 3 сантиметра от точки 0. Вот точка, от этой точки я отмеряю 40 сантиметров. И у меня линия талии опускается аж вот сюда. То есть на сколько? 6 сантиметров. 6 сантиметров. И если я сейчас построю линию талии именно здесь, построю все выточки здесь, то есть все прилегание будет здесь, тогда при пошиве какого-то, например, приталенного жакета, моя талия самопроизвольно подскочит туда, где ей самое место. В результате получится либо мешок по спинке, либо сборки. Вот здесь будут сборки, потому что, ну, в любом случае автоматически моя талия подскочит вверх. Поэтому будьте внимательны, эта мерка очень важна. Итак, линию талии мы с вами нашли. Теперь расстояние от высшей точки плеча до линии талии я делю ровно пополам. У меня получается 18,5 сантиметров. Провожу линию груди. Ну, то есть это не точная 100% линия груди. Нам она понадобится для некоторых расчетов. Это приблизительная линия груди. Тоже провели ее произвольно. Далее от линии талии вниз, я уже сказала, у меня слишком короткая линия бедер, то есть высота бедер очень маленькая. Но при построении выкройки я никогда не отмеряю правдивую высоту бедер. Вот здесь нужно немножечко схитрить. Я отмеряю для себя 17 сантиметров и никогда от этого не страдаю. 17 сантиметров и опять же провожу произвольную горизонтальную. От того, что я отмеряю высоту бедер не 7-8 сантиметров, как у меня по факту, а 17 сантиметров, выкройка не страдает. И то, что по ней покроено и пошито, сидит на фигуре так, как положено. Тем самым еще и корректирует мою нестандартную фигуру. Обратите внимание на две эти мерки. Длина спинки до талии и высота бедер. То есть, если длина спинки до талии должна быть точной, то высоту бедер мы всегда можем скорректировать. Почему я беру 17 сантиметров? Ну, потому что я считаю, что по моему опыту 15 сантиметров это самая минимальная высота бедер, и она хорошо подходит для тех, у кого низкий рост. То есть, ну, для тех, у кого, допустим, 150 рост, 152, 155. У меня 160 рост, и по моему опыту 17 сантиметров для меня самая оптимальная высота бедер. Итак, завершаем наши горизонтальные линии линией низа. Но у меня здесь как бы нет возможности удлинить ниже линию низа. Ну, можно взять, вот у меня максимум 6,5 сантиметров, и это будет в край листа. Я возьму примерно 6 сантиметров, и у меня где-то примерно 0,5. Вот так от низа будет моя линия низа, то есть от края листа моя линия низа. Тоже проводим ее произвольно. Лучше, конечно, взять чуть побольше, ну 10 сантиметров, 12 сантиметров будет самое то.
Теперь мы с вами должны решить, какую прибавку на свободу облегания мы хотим. Я всегда к базе прибавляю 6 сантиметров. По моему мнению, это самая оптимальная прибавка, которую в будущем при работе с выкройкой легко можно и уменьшить, и увеличить. Итак, к обхвату груди я прибавляю 6 сантиметров, делю на 4, так как это у меня выкройка 1/4. Мой пример: 98 сантиметров, я прибавляю 6, делю на 4 и получаю 26 сантиметров. То есть от центра спинки по линии груди я откладываю 26 сантиметров, ставлю точку. Так. Далее то же самое я делаю с линией бедер. Обхват бедер у меня 96 сантиметров, я уже говорила, меньше, чем обхват груди на 2 сантиметра. Я прибавляю 6, делю на 4 и получаю 25,5. То есть, минуя линию талии, пока мы ее не трогаем, я отмеряю по линии бедер 25,5. Ставлю точку. Теперь мне нужно соединить две эти точки пунктирной линией. Здесь вы должны понимать, что если у вас большая разница между обхватом груди и обхватом бедер, допустим, у вас получится вот так, да, у вас вот эта линия пунктирная проходит, тогда вам лучше от линии груди провести под прямым углом вот так пунктирную линию и уже от этой линии делать приталивание. Но у меня тут буквально разница в 1 сантиметр, в полсантиметра, даже на 1/4 в полсантиметра. Поэтому у меня практически она прямая, и я буду приталивание делать от этой точки. Как рассчитать, сколько взять на приталивание, а сколько взять на талиевые выточки? У каждого это значение будет свое. У кого-то разница составит до 10 сантиметров, у кого-то до 20, у кого-то до 30, у кого-то даже больше. Согласно моим наблюдениям, на приталивание лучше взять 10% от общей разницы между обхватом груди и обхватом талии. Допустим, если у меня эта разница составляет 25 сантиметров, то на приталивание я беру 2,5 сантиметра. Именно от этой линии по линии талии я откладываю 2,5 сантиметра, ставлю точку. И могу смело уже соединить эту точку с линией бедер, прямой линией, и вывести эту линию по прямой, под прямым углом вот так вниз. От этой точки, через точку вот эту вот по груди, через эту точку, я провожу, опять же, пока временную пунктирную линию. Почему пунктирную? Ну, во-первых, для того, чтобы она вам была видна, а во-вторых, для того, чтобы она мне в будущем не мешала. То есть, если она пунктирная, значит, она у меня временная. Далее, при необходимости, то есть в зависимости от, опять же, разницы между обхватом груди и обхватом талии, напоминаю, у меня это 25 сантиметров, вот при необходимости мы можем сделать еще дополнительное приталивание по серединке спинки. Мы можем взять 0,5 вот так от серединки спинки, 1 сантиметр, 1,5 сантиметра. Ну, 1,5 сантиметра, я думаю, что это максимальное значение, потому что если вы возьмете, допустим, 2 сантиметра, то у вас уже будет просто некрасивая выкройка. Эту точку я соединяю с линией груди, так называемой, и с линией бедер. То есть приталивание по спинке готово. Теперь нам нужно определить место расположения наших выточек. Я просто беру сейчас от приталивания до приталивания, то есть, вот понятно, да? То есть не от этой точки до этой точки, а от этой до этой. Я беру, у меня получается 22 сантиметра, я просто делю пополам, 11 сантиметров. И здесь у меня будет проходить центр моей талиевой выточки. Я провожу линию, прямую линию через эту точку от линии бедер вверх и чуть выше поднимаюсь к линии груди. Для верхней вершины выточки от линии талии я откладываю вверх 22 сантиметра, ставлю точку. Но в зависимости от роста верхняя вершина выточки может быть от 20 до 24 сантиметров.
Я советую взять среднее число, так же как и я, 22 сантиметра. А далее, когда вы опять же сошьете для себя макет, выточку можно и приподнять, и опустить. Размер нижней вершины выточки – это очень индивидуально. По мнению профессионалов, нижняя вершина выточки по спинке должна быть гораздо ниже, чем по переду. Однако я с этим не согласна. Для многих фигур действительно подходит такой расклад, но не для моей. Если по факту высота бедер в пределах 10 сантиметров или меньше, то выточка не должна превышать этой высоты. Я для себя откладываю именно 10 сантиметров. То есть, смотрите, если у меня самое широкое место по бедрам на уровне 7-8 сантиметров, ну, представьте себе, я прибавляю просто 2-3 сантиметра для выточки. Здесь она идет уже на убыль, то есть здесь она нам не помешает, никуда ничего не стянет, никуда ничего не поднимет. То есть здесь она нам не помешает. Эта выточка просто самая оптимальная. По спинке я не советую делать меньше выточку, то есть меньше вот эту вот величину, но ниже она может быть. Тут уже, я уже сказала, зависит от фигуры. Чем ниже линия бедер, по факту, именно по факту, не так, как вы рисуете на чертеже, а именно по факту, чем ниже линия бедер, тем ниже выточка. Если ваши бедра достаточно высокие, например, 20-25 сантиметров, тогда, конечно, и выточка по спинке будет длиннее, чем по полочке. Нижняя вершина выточки по спинке в среднем 12-16 сантиметров, но она может доходить и до 18 сантиметров. Опять же, при примерке вашего макета вы поймете, увеличить вам выточку или укоротить. Теперь я измеряю остаток своей талии. У меня получается 22 сантиметра, я уже ее измерила, умножаю на 4, потому что у меня 1/4 выкройки, и получаю 88. Записали эту цифру. Далее, к фактическому обхвату талии я прибавляю 6 сантиметров прибавку, то есть на свободу, получаю 79. 88 отнимаю 79, и у меня остается 9. Это тот остаток от приталивания, который нужно разделить на выточки. Я для себя на выточке по спинке беру 70%, на полочку 30%. То есть 9 сантиметров я умножаю на 70%, получаю 6,3. Делю пополам, потому что у меня 2 половинки спинки. И делю еще раз пополам, потому что у меня 2 стороны выточки, и у меня получается в результате 1,6. То есть 1,6 я откладываю в обе стороны от центра выточки. 1,6 сюда и 1,6 сюда. Кстати, самый максимальный полный раствор выточки до 4 сантиметров. То есть от края выточки до края выточки, да, вот этот вот размер, вот это расстояние, максимально желательно оставлять 4 сантиметра. Но если, допустим, 4,1, 4,2, тоже допускается. Но если больше, то желательно построить вторую выточку. Вторая выточка у вас пойдет рядом, допустим, от этой точки, от края выточки, 3-4 сантиметра, если у вас, смотря сколько здесь позволяет, да, место. И на этом уровне уже строим дополнительную выточку. Но дополнительная выточка у нас должна быть меньше по раствору и меньше, то есть она должна быть короче и по высоте, то есть и вверху, и внизу. Она должна быть меньше со всех сторон. У меня выточка, как я уже сказала, 3,15, то есть примерно 1,6 с каждой стороны. Я ее оставляю, то есть я прорисовываю свою выточку уже окончательно, соединяя с вершинами. Выточка моя готова. Кстати, хочу дополнить по выточкам. Не для каждой фигуры нужно делить выточки на 70 и 30%. Для сильно перегибистой фигуры можно разделить на 80 и 20. Для фигур более сдержанных можно разделить на 60 и 40. Опять же, это вы поймете и сможете откорректировать при
примерки вашего макета. Итак, с выточками все понятно. Переходим к рукаву. Измеряем обхват руки в самом широком ее месте, делаем желаемые прибавки и делим пополам. То есть у нас 1/2 рукава. От этой линии, вот видите, у нас пунктирная линия, которая идет от линии приталивания по талии через точку груди до линии рукава. От линии рукава по линии пунктирной я отмеряю свою ширину руки. То есть у меня ширина руки 30 сантиметров. Я прибавляю 6 сантиметров, так же, как и ко всем обхватам. Делю пополам, получаю 18. Значит, по пунктирной линии вниз я откладываю 18. Вот у меня точка. Вот она. Запомнили ее, крестик поставила. Длину руки мы с вами уже промерили, уже прорисовали. Теперь смотрите, от низа рукава, вот где у меня нижняя линия рукава, нижняя точка, я приблизительно под прямым углом должна отмерить обхват запястья, опять же плюс 6 сантиметров, я везде делаю 6 сантиметров прибавку, деленное на 2. У меня получается 16 плюс 6 деленное на 2, 11 сантиметров. То есть я эту точку ставлю приблизительно, угол ставлю приблизительно под прямым углом. Можно вот так линеечку подложить, можно на глаз. У меня тут просто уже все прорисовано, поэтому я так смело ставлю точку. Значит, теперь эту точку я соединяю вот с этой точкой, где у нас ширина, то есть обхват руки в самой широкой ее части с прибавками, да? Я соединяю. И нижнюю линию мне нужно соединить вот эти линии таким образом, чтобы у меня углы были максимально одинаковые. Не может быть, допустим, один угол тупой, а второй острый. Или один угол прямой, второй там какой-то получится острый или тупой. То есть они должны быть визуально максимально одинаковыми. Опять же, при примерке макета вы это все можете выровнять. Сейчас можно тут до миллиметра не рассчитывать. Ну и теперь завершаем нашу спинку вот этим уголочком. То есть нам нужно дорисовать линию бока. Вот он у нас получился уголочек. От уголочка по диагонали примерно делю пополам угол. И я откладываю 2 сантиметра. Можно отложить 2,5, можно отложить 3 сантиметра. Я откладываю 2 сантиметра. Это просто минимальная цифра, минимальное значение. И от этой точки я вот так к рукаву, к линии рукава и к линии бока провожу плавную вогнутую линию. И боковая линия у меня полностью готова. То есть вот от низа рукава через подмышечную впадину, линия талии, линия бедер и к низу. То есть полностью линия бока готова. И в принципе спинка у нас тоже готова. Я свою спинку, главные линии, которые уже окончательные, просто обрисовала пожирнее, поярче маркером. Надеюсь, вам видно. Вам тоже советую, если вы строили так же, как и я, маркером или фломастером, не карандашом, то тогда лучше, конечно, сделать поярче. И вообще, если вы строили выкройку карандашом, то тоже ее лучше, конечно, обвести тонким маркером, чтобы карандаш не стерся. Потому что в процессе эксплуатации вы будете выкройку постоянно использовать, карандашик может стереться. И, конечно же, когда вы будете копировать эту базу, даже через кальку, вам нужно будет, чтобы линии были яркими. Ну и переходим к нашей полочке. Для того, чтобы рассчитать, где у нас будет центр полочки, чтобы у нас не мешал рукав, чтобы красиво легла выкройка валетом, от края рукава я отложу примерно 5-10 сантиметров, ну то есть опять же, насколько у вас хватает бумаги. Можно отложить 3-4 сантиметра, это уже ваше дело. Далее от этой точки мы откладываем максимальный наш обхват с прибавками, деленный на 4. Ну и прибавьте еще сантиметров 5 для удобства. Вот, например, я начинаю на расстоянии 32 сантиметра от рукава. У меня обхват бедер 25 сантиметров, 25,5. Ну вот на этом уровне от рукава 32 сантиметра я провожу вертикальную линию и максимально приближаю к верхнему краю, потому что у меня очень маленький, очень узкая ширина бумаги.
я провожу горизонтальную линию. Я думаю, что мы помним построение спинки, мы ее только что начертили, и полочку мы будем строить с ее помощью по памяти, или всегда мы можем обратиться к чертежу, она у нас под рукой, то есть она у нас на том же самом листе. Итак, горловину я отмеряла по спинке 7 сантиметров, беру здесь то же самое значение, 7 сантиметров, ставлю точку. В глубину к этим 7 сантиметрам я прибавляю 2 сантиметра. Ставлю точку. Примерно делю угол пополам, то есть у меня здесь 9 сантиметров, я примерно делю угол пополам и откладываю те же 9 сантиметров. Это для того, чтобы красиво нарисовать плавную линию горловины. То есть вот так. Можно, конечно, здесь было не 9, а 8,5 или 8 сантиметров и прорисовать. Но мне так захотелось. Так же, как и по спинке, от точки 0 я откладываю 19 сантиметров, ставлю точку. А точка 0, кстати, у нас вот здесь, где пересекаются вот эти линии. Главные горизонтальная и вертикальная. Здесь у нас точка 0. От этой точки вниз я сразу откладываю 2,5 сантиметра. Пока вы откладываете столько же, сколько откладывали по спинке. Далее через эту точку я провожу пока пунктирную линию от высшей точки плеча через эту точку, которую я только что поставила, пока я провожу пунктирную линию. Так. Теперь от высшей точки плеча вниз я нахожу длину полочки до талии. У меня это 45 сантиметров. Провожу произвольную линию. От линии талии вниз я откладываю 17 сантиметров линию бедер. Также провожу произвольную. Ну и здесь до линии низа мне не хватает немножко. Я, может быть, потом еще приклею кусочек. Маленький кусочек приклеила. Не хватает мне. Там у меня по спинке, по-моему, 6 сантиметров. Да, 6 сантиметров. А здесь у меня остается всего 2 сантиметра. Я думаю, что это не так страшно. Потом уже, либо потом я доклею этот кусочек, либо я уже при моделировании, когда буду работать с этой выкройкой, буду продлевать уже дальше на кальке. Теперь я воспользуюсь своей спинкой и измерю от высшей точки плеча до линии груди. У меня получается 18,5 сантиметров. Отмерю здесь точно так же по полочке от высшей точки плеча вниз отмерю 18,5, и это у меня будет линия груди. Так, по линии груди, я уже тут по памяти, откладываю 26 сантиметров, у вас это свое число, ставлю точку. По линии бедер, то же самое у меня 25,5 сантиметров, ставлю точку. То есть повторяю, обхват груди плюс прибавки, деленное на 4, обхват бедер плюс прибавки, деленное на 4. Далее я соединяю пунктирной линией эти свои две точки, пока временной пунктирной линией. Делаю приталивание 2,5 сантиметра, как по спинке. 2,5. Эту точку я сразу соединяю с линией бедер прямой линией и продолжаю вниз. То есть насколько у вас там хватит. У меня только 2 сантиметра. Далее от этой точки через точку груди я провожу пока пунктирную линию и до самой верхней линии временной линии рукава. Теперь по этой пунктирной линии, вот так от верхней линии, я откладываю 1/4 разницы между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии. У меня разница 8 сантиметров, 1/4 это 2 сантиметра. Теперь через эту точку от высшей точки плеча, то есть эту точку соединяю прямой линией с высшей точкой плеча. И, кстати, нам необходимо перенести ширину плеч на эту линию. У меня здесь 12 сантиметров, я вот переношу 12 сантиметров. И от этой линии
я уже отмеряю длину рукава. У меня 58 сантиметров. То есть от этой точки я отмеряю длину рукава 58 сантиметров. Вот она моя точка. И теперь эту точку вывожу уже до низа рукава. Опять же прямой линией, окончательной. Итак, мы сделали баланс по полочке для лучшей посадки. Теперь я вспоминаю, ширина руки, вот здесь у меня 18 сантиметров с прибавками, то есть обхват руки в самом широком месте, плюс прибавки, деленное на 2. У меня это 18 сантиметров. Я уже откладываю не от верхней пунктирной линии, а от этой точки. Я откладываю 18 сантиметров, вот она моя точка. Далее по низу рукава, от нижней точки, от длины рукава, вот так под прямым углом примерно я откладываю 11 своих сантиметров. Теперь соединяю две эти точки уже прямой линией. Так, сейчас неудобно держать и чертить. Так, соединяю прямой линией. И внизу я провожу соединительную вот так, ну то есть линию низа. И примерно делаю так, чтобы углы у меня были приблизительно одинаковые. Далее, также от угла, вот он у меня угол получается, от угла я откладываю 2 сантиметра, соединяю вот с этой прямой плавной линией и вывожу вот к этой пунктирной линии, приталенной. Вот так плавненько вывожу вот такую линию. Ну, здесь, конечно, более все красиво, потом я все это откорректирую. То есть более ровненько здесь должны быть линии. И начинается самое интересное. Построение выточки нагрудной. Для этого я измерю отрезок по спинке от там, где у меня заканчивается ширина рукава, вот она, до линии талии. По спинке у меня 15 сантиметров. Я измеряю тот же отрезок, вот здесь у меня заканчивается ширина рукава, и до линии талии. У меня получается 21. Что в результате мы имеем? То есть, смотрите, 21 отнимаем 15, получаем 6 сантиметров. Разница между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии у меня 8 сантиметров. 2 сантиметра из этих 8 я уже отложила вот сюда, на баланс. И, конечно же, у меня осталось 6. То есть, таким образом вы можете себя проверить, правильно ли вы рассчитываете свою выточку. То есть, мне нужно сейчас заложить в выточку нагрудную 6 сантиметров. Для удобства можно от линии талии вверх, ну, до закругления, вот так измерить. У меня примерно получается 16 сантиметров. Примерно. Я отниму 1 сантиметр, для того, чтобы у меня выточка не попала прям в закругление, для более красивой линии. И вот она моя начало выточки, да, вот она точка. Далее, смотрите, я откладываю 6 сантиметров сам раствор выточки. У меня получается от линии талии 9 сантиметров. Начинается выточка. Вот он мой раствор выточки. 6 сантиметров. То есть 6 сантиметров здесь, 2 сантиметра здесь. В общей сложности у меня разница 8 сантиметров. Проверьте себя еще раз. Теперь от высшей точки плеча я нахожу высшую точку груди. У меня это 30 сантиметров. Вот так вот просто прорисовываю уровень. Далее я нахожу центр груди. У меня это 9,5 сантиметров. Все мерки, как снять себе мерки, вы найдете в отдельном видео в телеграм-канале «Швейная продленка». В принципе, не обязательно пользоваться именно моим видео. В интернете очень много разных видео, как снять с себя мерки. Итак, теперь мы с вами можем прорисовать нашу выточку. То есть я соединяю сейчас центр. Вот эта вершина выточки, я только что нашла центр груди. Я соединяю свой раствор выточки. И обязательно мне нужно промерить длину раствора выточки. То есть у меня здесь 16 сантиметров. Я вот так проверяю. Здесь у меня не хватает буквально 0,5. Я ее здесь продляю чуть-чуть. И вот эту линию полукруглую просто переношу плавненько сюда. Вот это вот я потом, может быть, даже сейчас сразу заклею. Заклею больше не для себя, а для вас, чтобы вы понимали, да, какая вообще, в принципе, здесь должна получиться линия. Я сейчас уберу вот так вот
вот эти пунктирики вот здесь уберу, чтобы вам было понятно, какая линия, как вообще здесь все это выстроено, что получается. Так, сейчас прорисую. То есть получается вторая сторона выточки у меня выходит вот сюда. Вот. Понятно, да, теперь? То есть вот эти стороны должны быть одинаковыми. Ну и теперь переходим к талиевой выточке по переду. Многим фигурам талиевая выточка на полочке в принципе и не нужна, но это решать только вам. У меня от распределения выточек осталось 2,7. То есть от 9 сантиметров 30% это будет 2,7. 2,7 я делю на 2, потому что у меня 2 половинки полочки. И получаю 1,35 и еще раз делю на 2, получаю 0,7. Но для того, чтобы прорисовать выточку, я от центра, вот так прямо параллельно линии центра полочки, я провожу среднюю, ну я вот так вот пунктиром проведу, потому что фломастер очень толстый. Провожу центральную линию выточки. И теперь от центра в одну и в другую сторону я откладываю, ну у меня примерно получилось 0,7. Вот так вот я уже без сантиметровой ленты уже так лучше получится. Значит, соединяю эти точки с вершиной, с верхней вершиной моей выточки. И что касается нижней вершины, для нижней вершины выточки по переду я беру 1/5 высоты бедер. То есть не по факту, а по чертежу. То есть если у меня 17 сантиметров высота бедер по чертежу, я делю на 5, и у меня примерно получается 3,5 сантиметра. От линии бедер вверх я откладываю 3,5, и это у меня будет нижняя вершина выточки. Я заканчиваю свою выточку, прорисовываю стороны выточки. Я сейчас заклею, вот это вот мне хочется прям убрать, сделать красивые линии, здесь красивую вот тут вот соединительную точку в центре. Так. Кстати, я целенаправленно не отступаю от центральной точки груди ни вниз, ни в бок. Подвожу выточки именно строго к этой точке, для того, чтобы удобнее было в дальнейшем моделировать выкройку и переносить выточки в любую точку нашей выкройки. Кстати, свою выкройку я перенесла на чистый лист. Вот так она у меня выглядит теперь. Все чистенько, аккуратненько. И теперь можно пользоваться, моделировать, дополнять, изменять, как я уже говорила, много-много, шить разных интересных вещей. Ну и я очень надеюсь, что мое построение, мое объяснение было для вас понятно и, конечно же, полезно. Всем пока, до новых встреч!